От пациента несильное головокружение на протяжении 2 месяцев. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 29 лет. Дата исследования 9 января 2023 года. Область исследования – головной мозг. На серии аксиальных, корональных и сагитальных МР-томограмм получены изображения супратенториальных структур и ствола мозга, в Т1 и Т2 взвешенных изображениях, где выявлены следующие изменения. Срединные структуры головного мозга не смещены, 3 и 4 желудочки мозга не расширены. Индекс Эванса 0,28. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла. Супрасилярная цистерна несколько пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазмы 8 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 3 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мастома-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. По медиальной поверхности передней части левой лобной доли визуализируется субарахноидальная киста размером 32 на 13 на 40 мм. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа. В зоне сканирования пневматизированы, носовая перегородка S-образно изменена. Заключение. МР-картина субарахноидальной кисты левой лобной доли, тенденции к формированию пустого турецкого седла, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога. 11 январь 2023 год. Доцент кафедры М.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки повышения внутричерепного давления, что может давать головные боли, чувство неудобства в голове. С этим имеет смысл показаться неврологу. Киста левой лобной доли – врожденный дефект, особого значения она не имеет, что-либо делать с ней также не нужно. Носовая перегородка искривлена, из-за этого может быть тяжело дышать. Тут лучше с лор-врачом проконсультироваться. Вопросы пациента. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 1. Является ли киста врожденной? 2. Можно ли на МРТ выявить признаки роста кисты или будет ли она вообще расти? 3. Можно ли на МРТ оценить норму ВЧД? Хотя бы косвенно. 4. Оказывает ли киста давление на мозг? 5. Нужно ли делать операцию на кисте? Ответ к М.Н. Котова М.А. 1. До 2. До 3. Нет. 4. Нет. 5. Нет. Вопросы пациента. 1. Из-за чего может расти ВЧД? 2. Чем опасно пустое турецкое седло? 3. Из-за чего может расти киста? 4. У меня уже 2 месяца кружится голова, без явных и интенсивных болевые ощущений. Кружение головы тоже не сильное, но заметное, плюс бывает приступы жара, потение во сне и подъем температуры до 37 градусов в вечернее время. Такое уже продолжается 2,5 месяца. Сдавал анализы, С-реактивный белок в норме, реактивность нейтрофилов сильно понижена, остальное все в норме. Ходил к неврологам, терапевтам, кардиологам и прочим, диагнозы разницы и все перенаправляют друг к другу. Вы можете мне посоветовать, в каком направлении двигаться и какие анализы сдавать и исследования, исходя из того, что у меня симптомы, температура, головокружение и признаки ЧАДа? Ответ к М.Н. Котова М.А. 1. Избыток выработки ликвора, нарушение его циркуляции, нарушение его всасывания. 2. Гормональными нарушениями, воздействием на хиазму зрительных нервов. 3. Таких причин нет. 4. Надо сделать КТ височных костей, исключить дигисценцию верхних полукружных каналов. И с результатом к лор-врачу. Вопросы пациента. 1. Что можно сделать для предотвращения тенденции развития пустого ТС? 2. Может ли из-за инфекций повыситься ВЧД? Предполагаю, что у меня инфекция, исходя из температуры. 3. Какие шаги предпринять дальше, если КТ не обнаружит ДВБК? 4. Если обнаружит, то можно ли консервативно лечить ДВБК? ДВБК влияет на температуру тела. Ответ к М.Н.
Котова М.А. 1. Это вопрос к неврологу 2. Может, из-за нарушений циркуляции ликвора 3, проконсультироваться у невролога с полученными результатами 4. Да. Не влияет.